Отшумел последний мейджор этого сезона, и все киберспортивное сообщество замерло в ожидании главного турнира в году The International. Ну и пока медведи набираются сил перед своим финальным рывком, мы предлагаем вам немного окунуться в нашу историю. В этом видео мы решили вспомнить путь нашего капитана, который разворачивался на глазах фанатов Virtus.pro на протяжении последних 2 лет. Соло пришел в команду первым в августе 2016 года, когда ему и предложили собрать новый состав «Медведей». Его выбор пал на молодых и перспективных. Таким составом парни во главе с Лешей посетили свой первый мейджор под черно-оранжевым тегом. Тогда же в Бостоне и родился наш YouTube-канал. Конечно же, главная достопримечательность Бостона – это аэропорт, в который прилетела команда Virtus.pro. Наши парни летели из Калифорнии целых 6 часов. Ну и, само собой, единственное, о чем они думали, это как бы поскорее ступить на землю бостонскую, ну или прильнуть к жене любимой. И вопрос от No One. Да, я его не помню. В четвертой игре очень симпатизировал Соло, который героически шел танковать, героически умирал, создавал нереальный спейс для всей команды, когда там счет был из серии 30-10. И вот эти 2 игрока мне очень симпатизируют. Там Алексей впервые дал интервью в качестве капитана ВП. Друзья, ну наконец-то мы вырвали пару свободных минут у капитана Virtus.pro Соло. Привет. Привет, Маш. Привет, ребят. Да, хотелось бы сразу расспросить тебя о той важной миссии, которая выпала на твою долю. Ты собирал команду. Я играл в Virtus.pro около 3 лет назад, неделю всего, правда, это продлилось, так получилось из-за моего нехорошего поступка в прошлом, но мы не будем об этом сейчас говорить. В общем, у меня был опыт работы с Virtus.pro, и когда мы доиграли квалификации на International летом, я принял для себя решение, что в этот раз я не хочу отказываться от такой возможности. У меня было около 2 месяцев на то, чтобы собрать команду и начать сезон вместе. Мы очень сильно все отличаемся, все 5 в жизни от игры, и каждый должен каждому идти на уступки, тянуться, помогать, поддерживать друг друга, узнавать новое друг о друге, быть уверенным в человеке. Опробовав свои силы на первом серьезном ивенте, парни пробили себе дорогу на Киев Мейджор и уже там доказали, что Соло не ошибся в выборе тиммейтов. Так получилось, что мы играли по одной игре в день, а сегодня мы знали, что будем играть полуфинал и финал, поэтому подсознательно я уже готовился к финалу. Ну, как-то так. Вова очень больше всех, наверное, старается, больше всех играет, очень мотивирован всегда. Вова такой работяга. Рамзик, ну, в нем еще играет детство, и у него всегда хорошее настроение, он всегда может подбодрить команду. В игре, конечно, у него бывают спады, так сказать, но такой жизнерадостный малец. Паша самый психологически стабильный, мне кажется. Ну, Паша, он такой, он на верочку как бы всегда все делает. Надежный. Надежный, да. Паша надежный, стабильный. Хороший тиммейт очень, Паша. Ну и все, в принципе, хорошие. Противники сильные очень. И OG, и G мы им проигрывали. На Dota Pit мы проиграли OG. И G мы проиграли в Бостоне. Мы подготовились, опять же, сделали много выводов. В любом случае финал будет тяжелый, и одни и другие для нас не самые удобные соперники. Дойдя до финала в Киеве, ребята собрались силами и взяли Кубок России. Гордо. Ну, не международный, конечно, турнир, и не было действительно сильных команд Тир-1, то есть, ну, Империя, в принципе, сильны, и Спириты тоже очень хорошо подготовились. Хорошее ощущение. Первый кубок, да. Ну, не первый турнир, но именно кубок первый. Но все равно как-то ощущения не те, знаешь, когда
не мейджор, не интернешнл, но приятно, что у нас развивают киберспорт в стране, появляются такие турниры, где молодые команды могут проявить себя. Так получилось, что из молодых команд никого не было в этот раз в полуфинале, но обязательно будут со временем. Ну, хорошее ощущение, конечно, мы рады. Летом 2017 года парни выступили на домашней сцене в рамках турнира «Эпицентр». Но что-то пошло не так. Плохой день был вчера. Не наш день, так бывает, что в определенный день реально игра может просесть очень сильно. Так получилось, что это выпало на вчерашний день. В первой игре мы взяли все, что хотели, отлично сыграли. Все было, ну, наши герои все, то есть как бы ничего особенного. Во второй игре очень многое зависело от лейнинга. И мы немного не ожидали, что к нам придут втроем они. Ну, можно было стоять вполне. Много зависело, конечно, от Илюхи. Но Илья заболел пару дней назад и очень плохо себя чувствовал, почти не спал ночью. Температура у него была, ну, в общем, не в лучшей форме своей был. И, конечно, наверное, не стоило мне перекладывать, ну, не то, что перекладывать, а просто возлагать большую ответственность в игре на него в эти дни, когда он себя плохо чувствует. Но так получилось, что от него действительно много зависело. И мы, как команда, не смогли вовремя понять, где его силу нужно применить на карте, то есть силу его героя. «Эпицентр» не принес нашему капитану ожидаемого результата, но Алексей смог учесть все сильные и слабые стороны состава, чтобы принести Тегу второй по счету кубок – Кубок Саммита. Этот турнир также стал для команды хорошей тренировкой перед их главным выступлением на тот момент. Virtus.pro нового образца готовились к своему первому инту. Мы вместе уже почти год. Конечно, ребята повзрослели и как дотеры. В принципе, мы многому друг у друга учимся. Многие вещи уже делаем на автомате, то есть мы как единое целое работаем в доте. Что касается именно личностных качеств, мне кажется, что тоже, в принципе, мы все изменились, стали более лояльны друг к другу во всех ситуациях, в принципе. Большинство команд поехало в Америку тренироваться заранее, у нас не так много врагов, но все равно, то есть мы находим часов по 6 в день мы точно играем как команда, и отдельно, индивидуально часа по 4. В принципе, такой же буткемп, как и все другие, ничего особенного не происходит. И на интернешнале так повелось, что многое меняется, когда начинается групповой этап. Меняется мета, в принципе, меняются герои, команда показывает свои какие-то наработки, наигровки, и, в принципе, подготовиться к этому, ну, почти нереально. Ты можешь просто что-то наладить в своей игре, что мы, собственно, и делаем каждый буткемп. Сейчас мы стараемся уже приблизить наш режим к американскому, к тому, который будет в Сиэтле, это минус 10. Играем, тренируемся до утра, то есть обычно часов до 6, 7, 8. И просыпаемся тоже уже как бы после обеда, часов 3-4. Если в самолете получится как бы хорошо поспать, то, мне кажется, будет режим максимально приближен. Это очень важный турнир, я долго к этому шел. Ребята тоже понимают как бы всю ответственность, что мы представляем не просто наш регион, СНГ, в принципе, как бы у нас огромная армия болельщиков. Мы очень постараемся превзойти все ожидания даже. Будем биться только за победу. Стараться я очень хочу поддержать Аегис. В тот раз Аегис нам поддержать так и не удалось, но Соло продолжил держать удар. На самом деле ничего страшного не произошло. Проиграли мы сильным командам, финалистам лузеров, LFY. Мы остаемся вместе, даже не думали о том, чтобы кого-то кикать, что-то менять. Наша сила в нашей сплоченности. Не просто команда, мы уже семья. Для первого года игры вместе результат вполне нормальный и будет только лучше. Первый игровой сезон состава Алексея Березина завершился без громких оваций и побед на мейджорах, но спустя некоторое время после большой работы над ошибками мировая сцена услышала победный рев медведей и их капитана. Не верится до сих пор? На самом деле Леша только что стал MVP этого турнира, получил Мерседес от компании Мерседес. Давно уже пора было нам выиграть мажор, ребята заслужили. Они очень много играют, очень стараются, очень много работают. Для них это было, мне кажется, действительно важно сейчас выиграть. Для меня тоже, но, конечно, это не тот турнир от Valve, который я мечтал выиграть. Мне кажется, что масштаб как бы стал поменьше мажоров. И единственным таким турниром стал The International. Я очень рад, это наша первая большая победа. Мы выигрывали только саммиты и занимали вторые места на крупных турнирах. Успех на первом мажоре нового сезона дал старт серии великолепных побед медведей. Кстати, сразу же после Гамбурга Соло изящно обыграл половину своих тиммейтов в европейской стадии Весга под флагом сборной России.
Такие турниры уже были. Мне очень нравилось смотреть КС. В КС на каких-то, то ли на мажорах, то ли на каких-то крупных турнирах тоже было вместо логотипа команды флаг. А когда анонсировали Веск, вот в прошлом году мы сразу договорились, что будем играть с ребятами, но у нас там немножко не пошло. А в этом пошло, и я рад. Атмосфера на турнире замечательная. Мы с мужиками приехали, погуляли, похавали, поиграли. Нам все понравилось. А почему? А потому что атмосфера на турнире замечательная. В феврале 2018 года Леша принял важное для всей команды решение и произвел замену в составе. Люди воспринимали это по-разному, но капитан был уверен в том, что делает. В результате надежды Соло оправдались, и ВП стали только сильнее. Тот же февраль в обновленном составе принес нам второй кубок мейджора и еще один Мерседес в копилку. Это стало главным доказательством того, что Соло знает, как привести медведей к победе. Каждый видит игру по-своему, но нас объединило желание стать лучшей командой. Мы просто нашли друг друга и собрались именно те люди, которые верят друг в друга, которые готовы слушать, понимать, принимать, уступать. Из Польши Соло и компания двинулись на Румынию. В победу на Бухарест-мейджоре фанатам не верилось, ведь команда почти не тренировалась и потратила много сил на предыдущем турнире. Но у нашего капитана были свои планы на этот ивент. Британский мейджор не стал исключением для ВП и их капитана. Они снова забрали кубок и еще раз убедились в силе своего лидера. Сегодня Алексей Соло-Березин находится на пороге самого яркого и значимого события для всей команды и для ее фанатов. Давайте пожелаем ему удачи в том, что он задумал, и продолжим верить в нашего капитана. Вылетаем на поле, музыка и фильмы с быстрым мобильным, где самый быстрый все знают. На волне микрофон откачай. Миллионы измерений доказали, это сильно интернет. Самый быстрый мобильный. Самый быстрый мобильный интернет в стране. Доказано замерами миллионов абонентов. Мегафон. Спасибо, что смотрите, и не забудьте подписаться на наш канал.